Почему Земля идеально подходит для жизни? Что должно было совпасть? Планета на грани невозможного. Представьте, что вы смотрите на Землю из космоса. Голубая сфера, покрытая океанами, с тонкой атмосферой, светящейся на краю горизонта. Кажется, что так и должно быть. Что жизнь на планете – естественный результат ее существования. Но вот факт. Если изменить всего несколько параметров, жизнь могла бы никогда не появиться. Если бы Земля находилась ближе к Солнцу, всего на несколько процентов, вода начала бы активно испаряться. Парниковый эффект усиливался бы, температура росла, и планета могла бы превратиться в мир, похожий на Венеру, где температура достигает около плюс 460 градусов Цельсия. Если бы Земля была немного дальше, океаны могли бы замерзнуть. Поверхность покрылась бы льдом, как на Марсе, где жидкая вода не может долго существовать. И это только расстояние. Уберите магнитное поле, атмосфера постепенно улетучится в космос. Измените размер планеты. Она либо потеряет газы, либо станет слишком плотной. Лишите ее Луны. Климат может стать нестабильным. Возникает вопрос, это просто удачное совпадение? Или для появления жизни должна была сложиться цепочка точных условий? Современные телескопы НАСА и ЭСА обнаружили тысячи экзопланет, и большинство из них либо слишком горячие, либо слишком холодные, либо слишком массивные, либо нестабильные. Земля не просто обычная планета. Это результат взаимодействия множества физических процессов. Сегодня мы разберем, какие именно условия должны были совпасть и почему их сочетание делает нашу планету особенной. Обитаемая зона. Космическая золотая середина. В астрономии есть понятие обитаемой зоны, области вокруг звезды, где температура позволяет воде оставаться жидкой. НАСА определяет ее как диапазон расстояний, при котором планета может поддерживать жидкую воду на поверхности. Земля находится примерно в 150 миллионах километров от Солнца. Это расстояние обеспечивает среднюю температуру, при которой вода не замерзает глобально и не испаряется полностью. Венера находится примерно на 30% ближе к Солнцу, и ее атмосфера создала неконтролируемый парниковый эффект. Марс примерно на 50% дальше, и вода на его поверхности нестабильна. Можно представить обитаемую зону как узкое кольцо вокруг звезды. Земля оказалась внутри этого кольца. Но важно понимать, попадание в обитаемую зону – это лишь первый фильтр. Дальше начинается более сложная система условий. Атмосфера – тонкий баланс тепла. Атмосфера Земли – это тончайшая оболочка, которая удерживает тепло и защищает жизнь. Она состоит в основном из азота, около 78%, и кислорода, примерно 21%, с небольшими примесями углекислого газа и других газов. Этот состав создает умеренный парниковый эффект. Без него средняя температура Земли была бы ниже нуля. Но слишком сильный парниковый эффект превращает планету в печь. Именно это произошло на Венере. Можно представить атмосферу как терморегулятор. Она должна удерживать тепло, но не запирать его навсегда. И Земля сохраняет этот баланс уже миллиарды лет. Магнитное поле. Защита от космоса. Солнце постоянно выбрасывает потоки заряженных частиц. Солнечный ветер. Если планета не защищена, ее атмосфера постепенно разрушается. Марс – пример такого процесса. Исследования миссий НАСА показывают, что у Марса когда-то была более плотная атмосфера, но после ослабления магнитного поля солнечный ветер постепенно сдул ее в космос. Земное магнитное поле создается движением расплавленного железа во внешнем ядре. Оно действует как щит, отклоняя заряженные частицы. Без него атмосфера Земли могла бы значительно измениться или исчезнуть. Луна – скрытый архитектор стабильности. Когда мы смотрим на Луну, она кажется просто спутником,
красивым объектом в ночном небе. Но ее роль в истории Земли гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. По наиболее принятой научной гипотезе, Луна сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад в результате гигантского столкновения молодой Земли с протопланетой размером примерно с Марс, которую условно называют Тея. Это столкновение изменило структуру Земли, ускорило ее вращение и выбросило в космос огромное количество вещества, из которого позже сформировалась Луна. Но самое важное — Луна стабилизирует наклон оси Земли. Наклон оси определяет смену времен года. Без крупного спутника наклон мог бы хаотично меняться под воздействием гравитации других планет. Компьютерные модели показывают, что такие колебания могли бы приводить к экстремальным климатическим изменениям, от резких оледенений до сильного перегрева. Кроме того, приливы, вызванные гравитацией Луны, играли роль в ранней истории планеты. Приливы создавали зоны периодического высыхания и увлажнения, что могло способствовать концентрации органических молекул, важному шагу в зарождении жизни. Таким образом, Луна — это не просто спутник. Это элемент динамической системы, поддерживающий устойчивость климата и, возможно, повлиявший на биологическую эволюцию. Ее существование — еще одно условие, которое должно было сложиться. Размер планеты — граница между удержанием и потерей. Размер и масса планеты напрямую определяют ее гравитацию, а значит, способность удерживать атмосферу и воду. Масса Земли составляет примерно 5,97 умножить на 10 в степени 24 килограмма. Эта величина обеспечивает достаточно сильное притяжение, чтобы удерживать легкие газы и водяной пар, но не настолько сильное, чтобы планета превратилась в газовый гигант с удушающей атмосферой. Если бы Земля была значительно меньше, ее гравитации не хватило бы для долгосрочного удержания атмосферы. Именно это произошло с Марсом, который примерно в 10 раз легче Земли. Его слабая гравитация и отсутствие мощного магнитного поля привели к постепенной потере атмосферы. Если бы Земля была намного массивнее, давление атмосферы могло бы быть значительно выше, а химический состав — иным. Это создало бы совершенно другие условия на поверхности. Размер также влияет на внутреннюю структуру планеты. Достаточная масса позволяет поддерживать горячее жидкое ядро, которое генерирует магнитное поле. Кроме того, масса влияет на тектоническую активность и тепловую эволюцию. Таким образом, размер Земли — это фундаментальный параметр, который определил ее геологическую и атмосферную судьбу. И это еще один фактор в цепочке совпадений. Вода — универсальный растворитель жизни. Вода — одно из самых необычных веществ во Вселенной. Она обладает высокой теплоемкостью, что помогает стабилизировать климат, поглощая и распределяя тепло. Она растворяет химические вещества, делая возможными биохимические реакции. Без воды сложные молекулы, лежащие в основе жизни, просто не смогли бы взаимодействовать эффективно. У воды есть уникальное свойство. В твердом состоянии она менее плотная, чем в жидком. Это означает, что лед плавает. Благодаря этому водоемы замерзают сверху, создавая изолирующий слой и защищая жизнь в глубине океанов. Жидкая вода существует только при определенном диапазоне температуры и давления. Земля поддерживает этот диапазон уже около 4 миллиардов лет. Это означает, что температура на планете не выходила за критические пределы на протяжении огромного промежутка времени. Исследования экзопланет показывают, что вода может быть распространена во Вселенной. Однако наличие воды на поверхности в жидком состоянии в течение миллиардов лет гораздо более редкое явление. Таким образом, вода — это не просто элемент среды, это фундамент химии жизни. И ее устойчивое присутствие на Земле — еще одно совпадение в сложной системе условий. Заключение.
Хрупкий баланс в бескрайней Вселенной. Когда мы смотрим на Землю из космоса, она кажется маленькой и уязвимой. Тонкая полоска атмосферы, голубые океаны, белые облака. Но за этим хрупким обликом скрывается невероятно сложная система балансов. Расстояние до Солнца, стабильная орбита, состав атмосферы, магнитное поле, размер планеты, наличие Луны, тектоника плит, жидкая вода – все это не отдельные факты, а элементы одной взаимосвязанной картины. Современная наука показывает, планеты во Вселенной распространены. Но устойчивые миры, где условия сохраняются миллиарды лет, могут быть гораздо реже. Земля – не магия и не чудо в мистическом смысле. Это результат работы фундаментальных законов природы, гравитации, термодинамики, ядерных процессов в звездах. И, возможно, самое удивительное – не то, что жизнь появилась здесь, а то, что сама Вселенная устроена так, что подобные условия вообще возможны. Мы только начинаем искать другие миры. Но пока единственный известный нам дом – это Земля. И осознание того, насколько тонок ее баланс, заставляет иначе взглянуть на наш мир, как на редкое и ценное явление в бескрайнем космосе. И это осознание, пожалуй, важнее любых совпадений.